Всем привет, друзья! Сегодня приготовим обалденно вкусный соус к мясу, да и не только к мясу, который делается без помидор, но получается таким вкусным, что когда зимой открываем банку, она улетает просто на ура. А готовить мы его будем из слив. В первую очередь из слив нужно будет удалить все косточки. Слив без косточек у вас должно быть 2 килограмма. 2 стручка острого перца, отделяем у них вот этот вот корешок, зеленую часть, она нам не нужна, а весь острый перец вместе с семечками сейчас будем отправлять в чашу блендера. Еще нам заранее нужно будет очистить 3 головки чеснока. Затем в чашу блендера нужно будет отправить примерно половину всех слив, которые вы заготовили, и сразу же в первую чашу я отправляю 2 стручка красного острого перца и половину чеснока. И, конечно же, все, что есть в чаше блендера, нужно очень хорошо перемолоть. Смотрите, друзья, если у вас нету блендера, вот это все можно будет пропустить через обыкновенную мясорубку с мелкой решеткой и очень хорошо все перемолоть. Все получится не хуже, нежели в блендере. Ну и вот посмотрите, это первая половина, которую мы перемололи. Примерно вот как-то так у вас должно будет все получиться. Затем в блендер мы отправляем остатки чеснока и остатки всех слив, которые мы приготовили. Полностью все перемолотые сливы у вас должны будут оказаться в одной кастрюле. Затем в эту кастрюлю нужно добавить 2 столовые ложки соли без горки, 1 стакан сахара, это обыкновенный граненый 200-граммовый стакан. Такой граненый стакан обычно используют все повара, как мерный стакан. Ну и последнее, что мы будем сюда добавлять, это приправа карри, 25 грамм, одна пачечка. Можно добавить ее чуть меньше, примерно 20 грамм, но вкус от этого изменится. Дальше все, что есть в кастрюльке, нужно очень хорошо перемешать. Кастрюлю отправляем на плиту, огонь делаем чуть ниже среднего и доводим все до кипения. Ну и после того, как все закипело, время от времени нужно будет все помешивать и кипятить примерно 30-35 минут. Самое главное, не забывайте все помешивать, потому что если не помешивать, сливы немножко осядут вниз и они вам пригорят. Через 35 минут кастрюлю снимаем с огня и все нужно будет разлить сразу же, пока оно все горячее, по стерилизованных банках. Надеюсь, как банки стерилизовать и крышки вы уже знаете. Я сегодня буду использовать банки с винтовыми крышками. После того, как вы разлили все по банках, закрываем вот так вот просто рукой, затягиваем и все, ваша закрутка уже готова. Крышка вначале, пока все горячее, будет как будто бы сдутая, но мы переворачиваем банки вверх дном, ставим все на крышки и после того, как все хорошо остынет, вы увидите, что крышки будут втянутые. Итак, друзья, из той порции, которую вы видели в ролике, у меня получилось 3 пол-литровые и 1 200-граммовая баночки. Получилось все просто супер. Смотрите, крышки получились уже втянутые после того, как остыло. Значит, наша закрутка уже готова. Храним мы ее в обыкновенной кладовке в квартире. Этот соус получается в меру острым, немножко кисловатым и нежно-сладким привкусом. И когда мы зимой обычно открываем такую баночку, она у нас улетает просто на ура за один вечер. Ну что ж, друзья, если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, пишите в комментариях, какие вы заготавливаете еще для себя соусы. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Также не забудьте посмотреть еще один очень вкусный ролик. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!